Hello everyone! Как пофиксить систему охлаждения на Android TV Box OneTar X3 и X4 M-Logic Processors? Процедура несложная, но требующая терпения, так как криво установленный с завода радиатор охлаждения приклеен на термоклей, который очень неохотно срезается нитью, а сама нить многократно рвется в процессе по причине трения и нагрева, возникающего при этом трении. Сразу обозначу, что нить является самым безопасным и доступным для каждого методом деинсталляции радиатора. Лезвия, тросики и даже первая гитарная струна не подходят для данной процедуры. Поверьте, я пробовал. Нить в идеале, наверное, кевларовая, но, скорее всего, у вас ее так же, как и у меня, нет. Поэтому капроновая или хлопковая или любая более-менее крепкая, но рваться будет все равно. Также убедитесь, что у вас есть термоклей или термопаста. Зубная паста не подойдет, она не имеет необходимых теплопроводных свойств. Это миф, убейте эту идею в зародыше. Окей, нить продета в расщелину между плоскостями радиатора и процессора, и приходит понимание, что не все так удобно и быстро, как представлялось. Как оптимизировать данный процесс? На мой взгляд, оптимальной стратегией является привязывание или наматывание нити между двумя объектами и оперирование платой устройства вдоль натянутой нити. Так вы получаете больше контроля и большую задействованную в трении длину нити, что в сумме облегчает процесс и ускоряет достижение финального результата. Но нить все равно будет многократно рваться. Смиритесь с этим. Старайтесь делать пропилы по всему периметру, то есть вращать плату. Главной задачей является не полный срез, а максимальная минимизация пятна контакта. В определенный момент срезания вы почувствуете, что радиатор уже немного шатается, и вот тогда расшатываете его параллельно плоскости процессора. После отделения радиатора полностью и отовсюду удалите остатки термоклея, выполните притирание плоскости радиатора охлаждения, максимально тонким и равномерным слоем нанесите термопасту или термоклей на плоскость процессора и установите радиатор охлаждения. Дело сделано. А если вы решите, что эта процедура слишком долгая, трудозатратная и вообще не имеющая смысла, если можно просто оторвать радиатор от процессора? Спешу вас огорчить, с большой долей вероятности вы вырвете процессор из платы, но его сопряжение с радиатором охлаждения останется неизменным. Выбирать вам. Thanks for watching. See you soon. И да, не смотрите телевидение. Будете взаимодействовать с телевизионными потоками дезинформации, будете уничтожены.